Всем привет, мои дорогие! Кухня матовая или кухня глянцевая? И какие плюсы и минусы через 2 года я могу рассказать про мою кухню? Что бы я взяла или что бы я больше не брала? Что мне очень нравится, а что мне не нравится? Начнем с того, что какая кухня, матовая или глянцевая. У меня глянцевая кухня, и я бы еще раз посоветовала взять глянцевую кухню. У меня 3 деток. К нам приходит очень много посещать нас, так как мы русские, вы знаете, что гостей у нас много открывает кухню, много закрывает кухню, и все равно бы я взяла глянцевую кухню. Светит солнце, да, вы видите много отпечатки пальцев, особенно если светит солнце и смотря как оно светит. Знаете, что классно? Вы помыли ее, тряпочкой прошли, потом сухой прошли сверху, и она выглядит как новая. Когда я сюда переехала в Германию, у нас была матовая кухня. Она была таким светло-коричневым цветом. И когда я ее мыла, когда я помою, ты ничего не видела. Никаких отпечатков, ничего не видно было. А потом проходило минут 20, полчаса, появлялись все отпечатки пальцев, и они были жирные, ты не мог их смыть. Чем бы ты это ни мыл, чем бы ни шоркал, оно оставалось. Потом мы переехали в новый дом, и мы купили там первый раз новую кухню. Я очень много информировалась и все-таки решила взять глянцевую кухню, боялась, что думала, ой, я ее буду мыть так часто. Но моя кухня была первая, которая, так сказать, новая, у нее были ручки. Я бы, конечно, посоветовала ручки, которые лежали она так прям на полке лежала. Ты брался за эту ручку, и таких отпечаток не было. И я очень редко мыла кухню сверху, потому что этих пальцев не видно было. Здесь, конечно, видно больше пальцев. Я бы еще сейчас, если бы смогла еще раз заказать кухню, я бы заказала с ручками. Даже если сейчас, когда у меня нету этой ручек, и видно эти отпечатки пальцев, прошел тряпочкой, и она чистая, как будто новая. Первый плюс и минус – это встроенная ручка. Очень красиво, но это не так практично, как с ручкой. Я бы, конечно, не делала ручка, которая прям на дверце прикручена, которая вот это лежит на дверце. Я думала, когда я возьму кухню без ручек, будет легче мыть, прошелся и все. Да, в каком-то это легче, но в том, что ее надо чуть-чуть чаще мыть, чем с ручкой. Второй минус в этой кухне, в первой кухне, я уже рассказывала в моем другом видео, когда вы открываете одну полочку, и там была спрятанная полочка. Вот эту спрятанную полочку я бы обязательно сделала. Потому что там очень много можно что убрать, полотенца, потом какие-то пакеты, какие-то маленькую утварь, такие как, например, поварешки, ложки, что вам не надо, что иногда вам надо. Это все можно спрятать. Листы от духовки тоже можно туда спрятать. И это намного удобнее, чем большую полку занимать для вот этого именно думать, как бы ее организовать, чтобы немного места занять, чтобы больше влезло. И вот в этих, которые спрятанные полки, вы там можете все спрятать. И плюс у вас еще полка для каких-то, правда, невысоких, но что-то туда помещается. У меня помещалось даже много. Что бы вам я еще посоветовала, обязательно взять большой холодильник. Это очень важно, особенно если у вас большая семья. Даже если у вас небольшая семья, все равно, когда вы закупаетесь, у вас сперва очень много. Конечно, потом уже становится немножко меньше, но даже первый раз, когда вы приехали с закупок, это все уложить в холодильник. Если у вас такой маленький холодильник, то это очень-очень, трудно. А в большом холодильнике, например, если у вас гости, у вас какой-то праздник, вам потом надо все это убрать, то холодильник весь рост, называется у нас 1,80 м, помещается намного больше. Плюс-минус духовки. Я бы обязательно взяла духовку с пиролюзой, называется, я думаю, по-русски она также называется, которая самоочистку делает. Обязательно возьмите самоочисткой. Конечно, если вы хотите, чтобы у вас был пар, вы с паром могли печь, то, конечно, самоочистка не идет. У меня здесь есть такая самоочистка, которая мне сказали, также будет все хорошо. Она вообще не функционирует, вообще. Я бы сказала, ничего не меняется, если вы ее включаете. Я ее сразу включала, где у меня только первый раз пригорело, что-то вылилось, и она все равно уже не очистила. Второй, это даже плюс. Но это тоже минус. Когда вы открываете, у вас заезжается дверь, как у меня, это очень классно, если дети бегают и проходят, то они не ударяются и ничего не может случиться. Если вы что-то печете, и когда вы открываете, туда сыпется, например, хлеб, крошки сыпятся, то их очень тяжело
оно попадает вот в эти решеточки и попадает сюда вовнутрь. Если вы видите мою духовку, когда горит свет, вы видите вот эти потеки. Они внутри. Я только могу так их вымыть, когда я полностью дверцу разберу. Но я очень боюсь ее разбирать, и также мой муж, потому что он в этом не столько много знает, как это делать, так как эта дверь не вытаскивается, как нормальная дверь у духовки, где не заезжает она, то это очень сложно ее внутри помыть. Если мы ее поломаем, то нам придется ее самой платить. Плюс второй духовки, она у меня паровая. Это как она паром, можно полностью на пару только готовить, и можно как в духовке готовить. Я бы ее посоветовала, если у вас только одна духовка, и вы хотите, чтобы и пар был, и духовка была, то вот такую пар-духовку тоже можно взять, она очень классная. Потому что вы можете и на пару полностью все приготовить, манты, например, все овощи, и можете как духовку ее использовать. Если вдруг вам надо хлеб выпекать, где чтобы чуть-чуть совсем пару шло, вы это тоже можете сделать. Так как я могу сравнить мои две кухни, и то, что изменило, у меня в другой кухне был опотеченный шкаф такой высокий, и я решила такой не сделать, только низкий сделать, чтобы вот всякие приправы туда поставить, потому что высокий шранк, извиняюсь, высокий шкаф, его прям ты напихиваешь, и он потом так тяжело выезжает и заезжает. Это не очень хорошо, потому что когда-то он может поломаться. Или вы должны так делать, чтобы он что-то легкое там стояло. Из-за этого я решила в этой кухне сделать вот такой шкаф. Плюс и минус этого шкафа. Когда я заказывала, я хотела, чтобы до самого верха только последняя вот эта полка была полка, и все остальное было вот такими выдвигающими ящиками. Когда приехала кухня, я увидела, что это совсем не так. Я уже не смогла заменить. Пожалуйста, когда вы берете вот такой шкаф, смотрите, чтобы они вам правильно сделали до самого верха. Потому что это очень удобно. Вы сверху заглянули, выдвинули полностью шкаф и взяли, что вам надо. Вдруг, если вы покупаете кухню, вот эти дверцы, там всегда уговариваете, возьмите с этими дверцами, там будет намного больше помещаться. Это очень неудобно. Как вот здесь, например, чтобы мне что-то достать, мне надо сперва все это вытащить, чтобы достать самый конец. Если бы у меня были здесь эти полки, которые я хотела, которые я заказала, вообще думала, что они придут до самого вот этого верха, то бы я выдвинула только полку и взяла с самого зада то, что мне надо. И вот на это обязательно обратите внимание. Очень много есть продавцов, которые говорят, возьмите такой шкаф, который идет с полками до самого конца. Ни в коем случае. Берите или вот такой, как у меня, или берите, который крутится. Есть такой крутится. Мне этот больше нравится, но этот, который крутится, сейчас есть хорошие такие качества от этого шкафа. Его тоже можно взять без проблем. Как вы видите, вот этот угол, он тоже неплохой, но есть такие шкафчики, которые сверху до низу идут, и вы потом поднимаете такую решеточку, и там тоже вы можете сделать розетки и туда поставить, например, все ваши вот такие приборы кухонные, которые не обязательно, чтобы вы видели. Вы можете закрыть, а когда вам надо, откройте и можете там же их использовать. Этот шкаф намного удобней. Я даже не подумала в тот момент, что это будет удобно. У меня в другой кухне тоже был такая, спрятанный угол. Мне он нравился, но там так много не стояло. У меня кухня была в 2 раза больше, чем здесь. Она была У-форма, и плюс еще был такой инзель у меня. Из-за этого там мне такого, чтобы вот, так много на кухне у меня не стояло, у меня было намного больше места. Из-за этого здесь, в этой кухне, как я уже до этого сказала, что здесь я не знаю, как выглядела в другом видео, если вы хотите посмотреть, и что я сейчас все это перебрала и сделала, организовала по-другому. Это в той кухне там даже было незаметно. Чтобы не нарушить графику вот этой кухни, чтобы везде было 2 шкафа, чтобы красиво выглядело, я бы обязательно, как бы они ни рассказывали, не говорили, у меня в другой кухне это было, у меня здесь было спрятанное вот этот еще один шкаф, и у меня там лежали ложки, вилки и все такое, что мне надо было. Я бы это обязательно сделала. Или тогда сделайте эту именно часть 3 полочки, 2 маленьких, 1 большую, чтобы оно везде шло. Или если вы не будете делать, то сделайте здесь спрятанную полку. Это очень удобно. Я здесь уже привыкла, я повернулась, у меня там инзель стоит, и я взяла свои приборы, которые мне надо. И у меня до этого стояло здесь и на столе очень много, то, что надо и не надо было.
Я к этому привыкла, ну, практичнее будет, если у вас эта полочка будет. И также, если у вас какие-то органайзеры идут или что-то идет в этой кухне, и он говорит вам, не надо это брать, да оно вообще бесполезное. Не верьте, это правда продумано, и если вдруг что-то в кухне идет, и они только хотят деньги, так сказать, сэкономить, и чтобы они потом эту премию получили, не слушайте, берите с этими органайзерами. Это очень-очень удобно. Потом вам не надо отдельно покупать, это намного дороже будет. Мне, например, эта вытяжка очень нравится, но если у вас есть возможность сделать вытяжку в вашей вот этой варочной панели, сделайте ее там. Сейчас это уже очень модно и очень много всяких разных есть, или которые здесь выезжают, то это очень удобно. Вы можете, во-первых, или здесь шкафчик повешать, если у вас небольшая кухня, или просто оставить открытый и сделать небольшие полки, поставить туда декорацию. Если вдруг у вас есть инзель, как у меня, и вам не надо столько много места, то вы можете тоже на инзель поставить. И вдруг, если вы захотите снимать видео, тогда это очень удобно. Видео, если там, на этом месте, где вы работаете, находится именно варочная панель. Мне это не так уж обязательно. Я к этому привыкла, и мне нравится, как у меня сейчас есть. Я посоветовала раковину обязательно взять с камня и черным цветом. У меня проблемы с ней нету, но у меня была в самой первой кухне, именно с нержавеющей стали, называется, я думаю, она была очень часто грязная, она желтела, ее надо было постоянно чистить, шоркать. Я бы, конечно, сказала, лучше доплатите немножко денег, чем потом вы будете жалеть и будете ее менять и заплатите в 2 раза больше. Если у вас есть возможность взять кран, который уже делает горячую воду 100% или делает минеральную воду, я бы посоветовала взять. Дайте этот шкаф под вот это устройство. Вам тогда, если вы в Германии живете и здесь часто покупается вода, тащишь эти бутылки, я бы, конечно, посоветовала это сделать, это очень практично. Очень часто ты думаешь, окей, я возьму духовку, например, или кран, ну, немножко дешевле. А если так спросить, например, как у меня вот в духовке, вот этот градусник, он 70 евро больше стоил. Тогда ты 2 раза подумал, сделать мне или нет. Если я потом захочу что-то поменять, и мне надо этот градусник будет, то мне отдельно покупать намного дороже будет. Из-за этого иногда даже вот эти 70 евро, это все равно уже большие деньги, но все равно их инвестировать иногда даже очень полезнее, чем потом в 2 раза больше платить, что один поломался, второй градусник, или что-то там плохое или неплохое. Это инвестицион, он анфинфаль, извиняюсь, что здесь по-немецки говорю, это обязательно можно сделать, или я бы посоветовала сделать. Например, свет, который здесь интегрированный, я бы тоже посоветовала сделать. Потом что-то докупать, делать, мучиться, этого того не стоит. Я не знаю, сколько у нас точно стоил, но он не очень дорого стоил, эти 5 светильников. Даже если я ими не часто пользуюсь, я очень рада, что они у меня есть. Если мне быстро что-то надо, я бы, конечно, посоветовала сделать. Не жалейте отдать полку для ведер для мусора. Так как у нас в Германии надо здесь разделять, и вот это 4 раздела очень-очень хорошо. У нас, например, остатки от кушания, как это сказать, биоотходы, тоже такое же ведро. Это достаточно. Тогда не воняет, быстро наполнилось, быстро вынес, выкинул. Если будет вот такое большое ведро, как для бумаги или для пластика, то, конечно, это сильно будет вонять. Это не обязательно. Такое маленькое ведро вам хватит. Это очень-очень практично. Я очень рада, что мы вот такую полку большую, там можно было 3 полки с нее сделать, а далее для вот этих мусорных ведер это очень практично. Большой плюс от этой кухни, которая сейчас у меня есть, это мой муж хотел обязательно это иметь, и я очень рада, что он на этом настаивал, я не хотела, настоял, я думала, я потеряю целый угол. Он настоял, чтобы мы сделали вверху машинку стиральную, я чуть-чуть приоткрою, так как у нас полная, мне надо ее поставить и мыть. Она на вот таком расстоянии. Мы моем иногда вот посуду 2 раза в день. Это, представьте, постоянно нагинаться, вставать, вот это разбирать. А здесь у тебя почти что, ну, сильно так низко не надо идти. И это очень-очень для спины, для костей, для всего
полезнее, чем внизу машинка. Если вдруг у вас есть возможность, обязательно сделайте ее на таком уровне. Что я хотела на сердце вам положить, к сердцу сказать, что обязательно на технике, пожалуйста, не экономьте. Очень часто многие экономят и думают, я сейчас возьму самую дешевую, а потом я ее поменяю. Где-то в другом возьму отделе и будет намного дешевле, будет лучше. Нет. Я скажу, что потом очень тяжело поменять. Во-первых, это очень дорого. Встроенная техника очень дорогая. Это кажется, что там я видел, что не сильно дорого. Встроенная техника дорогая. Из-за этого лучше сразу заплатите, лучше переплатите и думайте, я сэкономлю либо там или там. Я бы сказала, на кухне не экономьте, она у вас останется, если вы покупаете, она у вас останется 20 лет. Вы ее берете на 30 лет, может быть и на всю жизнь. Так, я думаю, с моей кухни. Из-за этого, когда я покупала мою технику, я сразу сказала, я хочу лучше технику купить. Да, мне придется больше заплатить, но я знаю, что она у меня продержится очень долго. И даже если я захочу ее поменять, я точно знаю, что я ее не поменяю. Просто это потом сильно дорого. Если вы хотите полностью увидеть обзор моей кухни, то вы можете на мой канал зайти, у меня там есть обзор. Я показываю, что у нас микровель не встроенная в нашу кухню. Вы можете встроить и также кофеварочную машину, как у меня здесь стоит, вы можете это встроить. Я это не сделала, у меня есть место для и того, но я это так не сделала, я просто полочку оставила, так как если вдруг поломается ваша микроволновка, она очень дорогая, она стоит больше 1000 евро, здесь в Германии встроена микроволновка. Если она поломается у вас, ее заменить очень дорого. А если вы простую взяли, которая не знаю уже сколько ей лет, вы ее спрятали в этот шкаф, открыли, погрели, опять спрятали, ее никто не видит. И также с вот этой машинкой, кофемашины, кофейная машина, кофемашина, я не знаю, как это точно на русском называется. У нас стоит здесь, вот скажу честно, мы ее купили, она у нас поломалась, мы сделали гарантию на 5 лет, и мы очень рады, что ее сделали, я не знаю, сколько она сломалась, раз 10, и вот представьте, у вас встроенная ломается, и представьте ее потом заменить, когда она больше не идет, за такие деньги, она стоит больше 3000 евро здесь, я думаю, стоит она, смотря от какой марки вы берете, и потом ее заменить, это очень дорого. Мы эту взяли удешевленную, очень удешевленную. Она хоть у нас и поломалась очень много раз. Если вдруг у вас есть на 5 лет гарантию продлить, то, пожалуйста, продлите. Это очень-очень полезно, особенно с нашей машиной. Она теперь идет, у нее все хорошо, гарантия закончилась уже 5 лет, но теперь она еще ни раз не поломалась. И даже если она поломается, ее заменить намного дешевле, намного легче, и это не так больно. Если вдруг вы покупаете с инзелем или у вас где-то есть угол, где вы можете встроить розетки, обязательно встраивайте. Это очень-очень практично. Не давайте, чтобы вас отговорили. Если вы решили для себя встроить, то встраивайте и вообще не давайте себя убедить, что это не надо, что это все плохо и вообще зачем оно нужно. Поверьте мне, потом это очень пригождается. По моему опыту я бы посоветовала взять кухню именно с полочками, которые открываются вот такие двери, и тебе надо далеко куда-то лезть, это очень непрактично. Я бы обязательно посоветовала с полочками. Да, она дороже. Я еще хотела сказать, что эта кухня у меня в кредит взятая, я ее не просто так купила, да, но это, если один раз покупаешь, то надо уже продумать очень хорошо, и чтобы она вам 20 лет служила так, чтобы вы были ей довольны и счастливы, так как кухня стоит больших денег. Я не знаю, как в других странах, но у нас в Германии она стоит, правда, больших денег. И многие говорят, да, вам не нужны полочки, откройте вот эти дверцы, у вас намного больше места. Они просто хотят сэкономить, если человек пришел и сказал, у меня вот такое количество денег, я вот такую кухню хочу. Не давайте себя отговаривать. Мои дверцы открываются наверх. Это очень практично. Если вдруг вы нагнулись и что-то делаете, и кто-то другой открыл дверь, и вы поднимаетесь и ударяетесь головой, с такими полками у вас этого, которые наверх открываются, этого не будет. И если вдруг вы захотели организовать вашу кухню, взять вот эти контейнеры, то берите сразу хорошие контейнеры, не берите какие-то дешевые, я не знаю, дешевые или как это правильно сказать, такие, которые вы через 2 года выкинете. Берите, пожалуйста, все сразу одним цветом и одной формой. Можно чуть-чуть больше, меньше взять. Это очень важно, потому что
когда она начинает этот контейнер ломаться, вы начинаете новый покупать, через 2 года он опять ломается или что-то происходит, то вы отдаете в 2 раза больше денег. А так вы лучше подкопите, возьмите один раз хороший контейнер, и у вас хватит его на очень-очень долго. И вы намного дешевле сэкономите, если вы 3 раза купите тот, который как будто бы дешевле был, но он выйдет вам в 2 раза дороже. Я надеюсь, что я могла вам помочь моими советами. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием. Если вдруг будет много вопросов, я сделаю видео. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока.